Так, ну у нас стремительно потеплело, поэтому, не откладывая дело в долгий ящик, нужно обрезать растения. И первым, кто стоит у меня в списке, это чайно-гибридная роза. У нее почки не просто уже набухли, а уже даже начали распускаться листочки. Не стоит сильно это дело откладывать. Почему? Потому что растение потратит силы, начиная отращивать новые побеги, а вы их потом будете срезать. Лучше обрезать сейчас, когда еще только почки просыпаются, чтобы все силы растение пустило именно на образование небольшого количества оставленных новых побегов. Собственно говоря, дело это не хитро, обрезать чайно-гибридные розы. Вам достаточно пройтись по улицам своего города. Наверняка у вас в городе есть какие-то клумбы, где высажены чайно-гибридные розы, и где они наверняка вот обрезаны точно так, как я вам буду показывать сейчас. Но все-таки позвольте напомнить несколько важных правил. Чайно-гибридная роза цветет на побегах, которые вырастут в этом году, на новых побегах. Поэтому, если мы ее правильно обрежем, если она даст хорошие, мощные новые побеги, соответственно, и цветение будет хорошее. Второе важное правило. Перед обрезкой обязательно продезинфицируйте свой инструмент. Ну, то ли секатор, то ли, если у вас очень старая роза, возможно, вам потребуется даже какая-то пила небольшая. Обязательно все протрите каким-то спиртосодержащим, например, раствором. Так за дело. Итак, вот она, первая роза. Она не очень большая, хотя очень старая. Ну вот у нее так сформировалось 2 побега. Нам нужно больше, потому что на каждом побеге будет бутон, будут цветки. Как ее нужно обрезать? Нужно оставить на каждом побеге примерно 4-5 почек. Отсчитываем. 1, 2, 3, 4. Ну давайте 5. Но последняя почка должна идти наружу куста. Ни в коем случае не внутрь. Вот 5-я почка наружу. Отступаем от нее примерно 1 сантиметр и делаем косой. Обязательно косой срез, чтобы не застаивалась ни в коем случае вода. Второй побег делаем по такому же точно принципу. 1, 2, 3, 4, 5. Ну вот наружная почка тоже 5-я. Он будет немножко короче. Вот у нас каждая почка проснется, даст новый побег, соответственно, даст новые бутоны на каждом побеге и новые цветы. И вот эти 2 побега превратятся, ну, как минимум в 10. Может быть, даже больше. Переходим к следующему кусту. Здесь покажу крупнее. У нас примерно та же картина, 2 побега. Один более мощный, высокий, а другой слабенький, хлипкий. Как с ними быть? Ну, сначала давайте обрежем мощный побег. Здесь я предлагаю оставить не 5 почек, а оставить меньше. Например, 3 почки. Давайте отсчитаем. 1, 2, 3. Вот так. Тоже косой срез над почкой. А этот побег, тоненький, слабенький, я предлагаю срезать полностью. Как бы уравновесить куст, чтобы и этот побег был толстый, короткий, и этот был толстый, короткий. Да, почек я оставил меньше, и новых побегов будет меньше, но тем не менее они будут сильными и должны будут хорошо цвести. Вот хороший, очень наглядный куст. Здесь есть всякие ветки, и вот на нем как раз очень хорошо подробнее показать, как нужно обрезать чайно-гибридную розу. Сейчас я сделаю крупнее. Что мы видим? В первую очередь здесь есть большое количество пораженных каких-то сухих ветвей, как будто их кто-то погрыз. Вот такие ветви желательно полностью удалить. Обязательно удаляем ветви, вот, которая растет внутрь куста. Давайте с нее начнем. Удалили. Старые засохшие удаляем. Есть. Вот эти все подмерзшие кончики удаляем. Еще одна ветка растет внутрь куста, тоже убираем. Вот эту хорошую, мощную просто укорачиваем, тоже на 4-5 почек. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Вот наружная почка 5-я, удаляем. Здесь считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Вот наружная почка. Обрезаем. Вот
Вот этот хороший побег, но он растет внутрь куста. И здесь, видите, поврежденная кора. Обрезаем пониже. Там вот есть почка, она проснется. Есть. Удалили. Вот еще одна, видите, погрызана кора, может быть даже зайца. Не случайно это место, где я живу, называется Хассенберг, Заячья гора. То же самое, обрезаем, внизу есть почки, они скорее всего проснутся. Ну и вот этот прекрасный, мощный побег укорачиваем стандартно на, ну, наверное, на 3, чтобы вот с этими побегами он был примерно на одной высоте. Вот так. Тоже почкой наружу. Вот побег, он, конечно, слабенький, но я думаю, на пару почек можно его на 3 пускай будет. А вот этот поврежденный обрежем пониже, тоже на наружную почку. Итак, в результате у нас получился вот такой компактный, невысокий кустик. 1, 2, 3, 4, 5 маленький, 6 побегов. На каждом из них мы оставили по несколько почек. Они все проснутся обязательно, уже весна. Каждая даст новый побег, на конце которого обязательно будет бутон и потом цветок. Получится компактный, красиво цветущий кустарник. Итак, надеюсь, вы поняли, что обрезка чайно-гибридной розы, в общем-то, занятие несложное и по силу каждому. Напомню в 2 словах. Обязательно удаляем все сухие, подмерзшие ветки. Обязательно удаляем все тоненькие, слабенькие ветки, от них толку не будет. Обязательно удаляем все ветки, которые растут внутрь куста. Нам нужен куст как бы в виде чаши, чтобы ветки росли наружу, а середина была пустая, чтобы она лучше освещалась солнцем для лучшего цветения и для того, чтобы там в сгущенной такой вот обстановке не возникали всевозможные заболевания. Вот эти оставленные мощные ветки, которые мы все-таки оставили, мы сильно укорачиваем на 3, 4, 5, 6 почек, сколько кому нужно. Напоминаю о том, что из каждой этой почки проснется и вырастет побег, на котором в конце концов образуется цветок. Чем больше оставите, тем больше будет этих цветов, но они будут, естественно, меньше. Чем меньше оставите, тем будет меньше побегов, меньше цветов, но они будут крупными и красивыми. В общем, вот тут вы решаете уже сами. Ну, собственно, я на сегодня закончил. У меня там остался еще один кустик, там просто снимать невозможно, очень крутой склон. Сейчас пойду обрежу. На сегодня все. Спасибо, что смотрели. Увидимся.